Всем привет, ребят! И началась у нас военная лига. В этот раз мы играем в третьем Титане. Предыдущую лигу мы тоже играли в третьем Титане, не поднялись, но я не записывал, не получалось у меня. Этот раз записываем, посмотрим, покажу, что у нас вообще тут происходит. Что интересного по лиге в самом Титане. Здесь модификаторы второй легенды. Вот как видите, сверху подписана легенда 2. Игра здесь, понятное дело, сложнее. В принципе, первый раунд уже идет, я, наверное, сразу делаю свою атаку, не будем долго затягивать с моей атакой, ну а дальше уже посмотрим, что получится. Свою атаку буду делать в онлайне. Покажу перед атакой табличку, вот так выглядит наша таблица. 4 клана повышается, 1 клан понижается, 3 клана остаются в третьем Титане. Посмотрим, как у нас выйдет отыграть эту лигу. Первый раунд начался очень хорошо. Вот, ребят, с которыми мы играем, там еще есть пара кланов, они первый раз играют в третьем Титане. До этого они поднялись с чемпиона. В чемпионе обычный режим, в Титане уже режим с модами. Поэтому, когда ты играешь первый раз, после обычного режима с модами, ну, как бы сильно сложнее. Так, я себе отметил, давайте сразу к моей атаке, я себе отметил 6-й номер, покажу, вот такая вот расстановка. Что у меня по армии будет? Это всадники-драконы, королева со стрелой, дюка-ранец, король у меня, лошадка, перчатка на короле, ну и все, в принципе. Что хочу сделать? Забрать королевой со стрелой вот клановую крепость, башню возмездия, ну, адскую башню заберем, плюс ярость в центре, плюс невидимость возле ратуши. Дальше что будем делать? Королева с дюком будет уже по левой стороне чистить. Драконов посмотрим, в какую сторону пойдет королева с дюком. С той стороны почистим драконов. К примеру, королева с дюком идут кверху, почищают. Вот, они могут, конечно, разделиться, тут уже как получится. Драконов сверху тогда закидываю. Ну, а короля, я взял короля с лошадкой с перчаткой для того, чтобы зачистить и убрать здание, вот, ратушу и герой возле ратуши. Вот такой вот, в принципе, план. Ну, а там посмотрим, как оно пойдет. Вот. Так. Ну что, готовы? Пошли в атаку. Смотрим, что у нас будет получаться. Начну, конечно же, с дюка. Дюк прожатие, королева прожатие. Ну, подождите. Сначала проверить Теслы. Тесла. Тесла это неприятно. Еще одна, но там все равно на нее. Такую быкланую крепость никто не выманил. Все, супер. Дальше кидаем дюка, я его сразу прожимаю. Так, давай королеву прожали. Ну и тряски. 3. Все 3. Клановую крепость не выманили, но при этом не забрал я эту, как его, башню, адскую башню, так. Ну ладно, как будто бы пока не страшно. Я думаю, что, ну, раз дюк ушел кверху, давайте-ка королеве, что ли, немного поможем. Ой, все правильно, да, я кинул тотем, чтобы немного поконтрить королеву. Я думаю, что пора закидывать уже драконов с верхней стороны. Так, драконы-хранитель. Герои, кстати, обидно, много не забрали. Думал, больше заберут. Так, и осадная машина. Так, что у нас? Давайте один тотем еще закину. Думаю, что можно закидывать уже короля. И сразу, наверное, его поражать. Пока так. Так, плюс поражать хранителя. Смотрим, что из этого выйдет. Мороз. Там закончилось прожатие хранителя, потом Мороз закинул. Король с ратушей разбирается. Как будто бы пока нормально. Так, у меня есть воскрешение, и у меня есть еще банки. Давайте, наверное, воскресим дюка. Закинем ему тотем 1. Ой, блин, я воскресил королеву. Я такой говорю, воскресим дюка и воскресил королеву. Вот это я сейчас тупанул. Это я конкретно сейчас тупанул, прямо максимально конкретно. Не знаю, что из-за этого моего тупняка что-то вообще получится или нет. Кажется, нет. Я должен был дюка воскресить. Так, что у меня есть? Давайте 2 мушки. Лучница вообще никому не поможет. Драконы вроде как бы и есть.
Давайте лучницу снизу. Я думаю, что можно ускорить. Ускорение, конечно, тема прикольная. Но у меня такое ощущение, что я тут выбью сейчас 90+. Просто как-то... Да 100, да ладно. А, Я выбил сотку, но я что-то уверенно так воскрешал как Дюка, а воскресил королеву. Чисто мой косяк, но мне подфартило, ладно, так бывает, и слава богу. Все-таки игра с модами это чуть необычный режим, поэтому чуть сложнее, но я выбил треху и а, как бы хорошо, все. Так, давайте дальше, что у меня будет дальше? Так, ребят, закончился у нас первый раунд, 37-37 выиграли, но выиграли по процентам, отыграли на самом-то деле очень плохо. Даже с учетом модов, блин, реально отыграли очень плохо, потому что, ну, блин, 37 звезд, это очень много сливных атак. Давайте покажу. У нас получилось 8 трешек, 6 двушек, однушку выбили. Соперников 8 двух и выиграли не потому, что там мы хорошо отыграли, выиграли, потому что соперники отыграли еще хуже, чем мы. Вот как-то так оно получилось. Вот. Второй раунд тоже уже закончился. Сейчас записываю первый, сразу после первого загружу ролик со второго раунда. По табличке примерно вот так все есть. Уже идет третий. Я постараюсь догнать по видео, как я уже сказал, вот предыдущие ролики. По атакам давайте сразу покажу, что у нас было. Играли в основном синяки и драконы. Больше ничего в атаках не было. Вот реально синяки, драконы. Причем синяки, в принципе, как всегда, проходка дюка плюс синяки и драконы были вот проходка была с дюком плюс драконы и ранец плюс драконы. Вот покажу, что там по атакам вообще было. Вот базы на самом-то деле местами бывают прям ну очень неудобные, хотя все ломается, неважно насколько там неудобная база, главное придумать как напасть. Что здесь по атаке? Проходка дюка, как видно, ну база такая, ратуша спрятана, там фиг пойми где спрятан вообще, но там инвиза, кстати, нет, потому что часто ставят возле ратуши вот так инвиз. Дюк здесь почищает левую сторону, эти синяки с героями пойдут вон по правой стороне, и оттуда же они заберут ратушу, потому что там до ратуши вроде будет недалеко. Сейчас все будет видно. Дюк, кстати, хорошо почищает, он левую сторону прям нормально почистил. Там его никто еще не бьет, там арбалеты вообще в наземном режиме почему-то стоят. Ну, почему-то чисто от наземной армии. Вот, пошла армия с верхней стороны. Что там, армии не так много, да, там 6 синяков, плюс героев в помощь. И герои почистили правую сторону, синяки он ближе к ратуше. Сейчас с прожатием хранителя армия должна сагриться вроде как на стража. Да, хоть кто-то. Не на стражу даже агрится, а на ратушу. Но страж вообще занят, там он бревно, тотем дамажил, поэтому все равно было. В принципе, ратушу забирают, двушка есть, и дальше уже то, что останется от армии, а там ближе к монолиту от армии останется не так много, но тем не менее, база забирается. Дюка, да, есть еще воскрешение одно, сейчас где-то там дюка воскрешат, тоже помню, и такая вот трешка будет вот с этой атаки. Что еще у нас было по атакам? Вроде говорил, драконы были, покажу, что там было еще по драконам. Да и все, атак много записывать не буду, потому что они примерно одинаковые. Да, расстановки разные, но атаки на самом-то деле, они реально плюс-минус там одинаковые. От армии, кстати, в конце атаки осталось реально мало. Там пара синяков, хранителей и суперьети, но там занят был вообще в заборе. Дальше атака на второй номер покажу. Здесь, кажется, тоже синяки были, да. Проходка дюка плюс синяки. Здесь, ну, в принципе, атаки примерно всегда одинаковые. Сделать хорошую почистку и сделать хороший коридор для самой армии, потому что синяков тут вообще в атаке 4 синяка будет. Как-то прям совсем маловато. Хотя Титан еще есть с Валькой. И дабы они все не разбегались, им реально нужен хороший коридор, чтобы да и хилочки потом лечили. Проходка Дюка мне, кстати, очень сильно не нравится из-за того, что Дюк, он непредсказуем. Ты его можешь кинуть где-то с одной стороны, и в итоге он, знаете, с этими инвизами улетит вообще где-то в другой конец карты или где-то в центр залетает. Бывает забирает больше, чем ты планируешь, а бывает вообще прям куда-то в степь улетает, и только гадать, что потом делать. Но, тем не менее, в любом случае он забирает хороший кусок базы, и это хорошо. Вот, в большинстве случаев главное ровненько все кидать. Вот, потому что... Кстати, неплохо забрал, посмотрите, докуда дошел Дюк. Дальше, что по атаке, синяки вот с левой стороны, плюс король с лошадкой, да,
да, с лошадкой с перчаткой. Ну, должен будет почистить вот по верхнюю сторону, чтобы армия пошла именно к ратуше, к центру. Хотя она вот туда идет, к стражу, и дальше уже в сам центр, к ярости. Вот, клановая крепость вышла. Ну, там вроде как не страшно. Сейчас по-быстренькому весь центр разберется. Единственное, что ледышки сильно мешают синякам, особенно, знаете, когда прожимаешь деда, и прожатие деда, армия заморожена во время прожатия, как бы не очень, не очень, но тем не менее. Тут, кстати, кинули корни, чтобы дюка, наверное, воскресить, но что-то... в принципе, нормально. Для того, чтобы монолит не дамажил дюка, да, его корнями прикрыли, разрастанием. Вот. Пока все нормально дойдет, там сейчас то, что останется от армии, вроде она вся живая, добирает остатки базы, и опять же вот такая вот трешка получилась. Покажу дальше, что у нас было по драконам, да, и перейдем, наверное, к следующему раунду. Вот, как-то так, дюк он вниз опять улетел. Такой, конечно, юнит, здоровья много, урона много, но управлять им, направлять его сложновато бывает местами. Вообще хорошо все по атакам, знаете, у кого-то атаки заходят прямо очень аккуратно, у кого-то бывает все идет не по плану или вообще как-то непредсказуемо, такое тоже может быть. Так, дальше, ребят, 7 номер. Атака была вот такая вот расстановка. Здесь удобная расстановка под стрелу с ранцем. Вот ранец у дюка и королева со стрелой. Заберется, ну, достаточно жирный кусок базы. Посмотрите, вот монолит, клановая крепость, источник, тотем и башня возмездия возле ратуши. Посмотрите, какой кусок базы забрали. Прям вот 20% просто пролетел дюк. Да, бана, кстати, много выкинули. Вот, но оно того стоило, потому что весь основной дев, вот прям весь, это возмездие, монолит, клановая крепость подобрали, и плюс еще герои вот с нижней стороны, еще дальше там почищают. Король с верхней стороны, король с мечом и с этим, с невидимой, с лисой. Вот. Да и дальше что остается, это разве что драконом долететь до конца. С обратной стороны фенов армия выпущена, фены как бы и не мешают. Поэтому тут, в принципе, пока все идет отлично, и тут по-любому трешка, знаете, с таким вот запас, тут прям запас будет большой, потому что драконов никто практически не дамажит. Она была ПВОшка, тут добили, да и в принципе все. Воскрешение на дюка с нижней стороны, он дюк добивает то, что там остается, ну и драконы. Вот, как-то так у нас получилось по атакам. Я думаю, наверное, все. Дальше атаки они примерно были такие же. Эти синяки с проходкой, те атаки, которые посливали, в принципе, тоже были синяки с проходкой. И атаки с драконами примерно все одинаково. Поэтому как-то так. Все, на этом, ребят, ролик заканчиваем. Я иду делать ролик со второго раунда. Поэтому ждем второй ролик. Подписываемся на канал. Всем пока.